Сновидения – тема неоднозначная. Одни говорят, что это просто бессмысленные фильмы, которые генерирует наш мозг под впечатлением минувшего дня. Другие пытаются истолковать приснившиеся как посыл от подсознания. Третьи считают сон возможностью выйти в астрал, нематериальный мир, воспринимаемый одним из наших тонких тел. Некоторые практикуют осознанные сны, пытаясь взять происходящее там под контроль. Одни сны четкие, яркие, другие тусклые, невнятные. Порой эмоционально пережитое во сне еще долго не отпускает после пробуждения, а иногда запоминается на всю жизнь. Это был детский, но необычный сон. Смеркалось. Я одиноко слонялся по густой лесопосадке недалеко от дома. Вдруг сквозь кусты я увидел проблеск костра неподалеку. Незаметно приблизившись, я обнаружил настоящий церемониальный обряд со всей тематической атрибутикой. Волосы на затылке вздыбились. Мне как-то сразу стало ясно, что это не какое-то шутовство, а самый настоящий тайный ритуал посвящения. Одному из участников передавали сакральное знание, а именно слово. Одно единственное магическое слово, которое невозможно произнести случайно. И я смог его разобрать. Когда я улепетывал оттуда, слово, которое огнем вспыхнуло в уме, неистово рвалось наружу. Оказавшись на пустыре и убедившись, что меня не заметили, я наконец произнес слово. Невидимая волна катила меня снизу вверх, а затем земля стала уходить из-под ног. Я повис в воздухе, как воздушный шар. В животе бурлил страх вперемешку с восторгом. Я понял, слово открывало способность к левитации. Невозможно описать то душевное ликование, когда паришь над землей, как птица. Это чувство свободы можно только испытать. Наверное, это сравнимо с невесомостью в космосе, только направление и скорость полета регулируются нулевым усилием, лишь волей и желанием. У меня то и дело перехватывало дыхание от того, насколько все просто и естественно. Пожалуй, это лучшее, что я испытывал в жизни. Затем меня озарило, что сила сакрального слова напрямую зависит от количества сведущих. То есть, чем больше людей владеет этой магией, тем меньше ее сила. Именно поэтому слово держали в строжайшей тайне, и я не собирался раскрывать ее. Ни за что на свете. Самое интересное, я понимал, что сплю. Я осознавал целиком и полностью, что все это сон, и он вот-вот закончится. Но во мне царила непоколебимая уверенность. Хотя нет, даже не уверенность, а знание. Я знал, что сила сакрального слова будет действовать и в материальном мире. Поэтому больше всего на свете я боялся забыть слово. Я произносил его в голове десятки и сотни раз. В ожидании пробуждения я молился всем богам помочь мне запомнить слово, не выронить его из рук, пересекая туннель, ведущий из сна в реальность. Я должен сохранить его. Я должен. Когда я проснулся, слово вертелось на языке. Сон был как на ладони, я помнил все до мелочей, даже более отчетливо, чем если б я видел это в жизни. Только слово. Его буквы судорожно подпрыгивали, вытесняя друг друга, пытаясь сложиться вместе. Я помню. Давай же, вспоминай!